Зеленский отправил Путину письмо, эмоциональное, многословное и заведомо обреченное. Путин назвал вещи своими именами. Мир возможен, но не с теми, у кого нет ни мандата, ни желания его заключать. Трамп уверен, сделка по Украине будет. Он лично разработал условия мира, и Киев, и Москва пойдут на уступки. Всем привет! Медиашот на связи. Сегодня новости, мимо которых не пройдет никто. Александр у микрофона, лайк, подписка и начинаем. Зеленский написал Путину открытое письмо. Длинное, эмоциональное, местами с угрозами. По сути, политический манифест, а не дипломатический документ. Стиль выбран намеренно. Обращение к историческим параллелям. Намеки на политические перемены в России, апелляция к российскому обществу напрямую – все это не для Путина. Зеленский пишет россиянам, что им не нравятся украинские дроны и ракеты, не нравится дефицит бензина и рост цен, не нравится, что конфликту не видно конца. Это попытка разговора не с президентом, а с теми, кто за ним стоит. Расчет на то, что внутри России накапливается усталость. Насколько этот расчет верен – отдельный вопрос. Интересно ваше мнение, если письмо заведомо не сработает как дипломатия, то кому оно на самом деле адресовано? Напишите в комментариях. Реальные предложения спрятаны в самом конце. Украина готова к обмену пленными по формуле «все на всех», возвращению гражданских и прямым переговорам с участием Соединенных Штатов и Евросоюза в роли гарантов. Плюс заморозка противостояния по линии боевого соприкосновения и личная встреча с Путиным в третьей стране. Формула выглядит логично. Но это не главное. Главное – контекст. Письмо вышло в день, когда Путин выступал на Петербургском международном экономическом форуме перед руководителями мировых информационных агентств. То есть оба лидера в один день делали публичные заявления о мире, и оба прекрасно знали, что говорят не друг другу, а всему остальному миру. Случайное совпадение? Вряд ли. Информационная война идет параллельно с боевыми действиями, и иногда не менее интенсивно. В Киеве понимают, Москва на эти условия не пойдет. Россия не признает легитимность Зеленского, не согласится на заморозку без юридических гарантий и точно не сядет за стол на западных условиях. В Кремле письмо уже видели. Песков заявил, что Путину о нем доложат, и добавил: Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если захочет. Ответ саркастичный, но показательный. Дверь якобы открыта, только формат входа Киев не примет никогда. Эмоциональный тон, многословность, исторические отсылки – это не слабость переговорщика, это расчет. Письмо работает как публичный жест для западной аудитории. Смотрите, мы протянули руку, они отказали. Именно эта картинка нужна Киеву перед следующим раундом переговоров о военной помощи и гарантиях безопасности. Документ, адресованный Путину, написан не для него. Предложения, которые выглядят как шаг навстречу, изначально рассчитаны на отказ. Политикам это не всегда про результат. Иногда про картинку. И эту картинку Киев сегодня нарисовал аккуратно. Что с ней сделают в Вашингтоне и Брюсселе, увидим в ближайшие дни. Путин выступил перед руководителями мировых информационных агентств и сказал именно то, что в Киеве слышать не хотят. Россия к миру готова, но не с теми, кто сейчас у власти на Украине. Начнем с поля боя. Путин подчеркнул, российская армия продвигается по всей линии фронта, планомерно, без остановок. Никакой импровизации, идет системная работа. Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. На этом фоне украинская армия несет тяжелые потери. Жесткая мобилизационная кампания, развернутая в Украине, говорит сама за себя. С живой силой у вооруженных сил Украины серьезные проблемы. И это не оценка с российской стороны, это логика происходящего. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч. В результате принудительной, а людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию. Главный юридический тезис Путин обозначил четко – мандат Зеленского истек. Подписывать с ним какие-либо обязывающие документы Москва не намерена. За этим стоит простая логика – любое соглашение, подписанное нелегитимным руководством, можно оспорить. Россия на такой риск не пойдет. Если легитимности нет, а выборы проводить Киев не хочет, то как вообще может выглядеть финальное соглашение?
Путин назвал и причину, по которой Зеленский реально не заинтересован в мире, не потому что верит в победу, а потому что мир означает конец военного положения и неизбежные выборы. Выборы, на которых у нынешней власти, по словам российского президента, нет никаких шансов. Страх потерять власть оказывается сильнее, чем желание остановить потери на фронте. Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для юридического анализа. Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? При этом Путин напомнил, контуры возможного соглашения уже существуют. Россия готова вернуться к параметрам, которые обсуждались с командой Трампа в Анкоридже. Там были зафиксированы определенные точки соприкосновения, и Москва от них не отказывается. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению. Отдельно Путин обозначил позицию по формату переговоров. Россия не пойдет на сценарий, при котором прекращение огня используется для перегруппировки и накачки Украины западным оружием. Этот сценарий уже был, и Москва его хорошо помнит. Сначала подписание документа с четкими гарантиями, только потом остановка боевых действий. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну, нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались. Ведь в чем проблема? Давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как протекает конфликт. Американскому коллеге отвечал на этот вопрос. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают, и вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. И, естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск. Конечно, хочется это остановить. Но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже. Итог простой. Россия оставляет дверь для диалога открытой, но исключительно на своих условиях. Реализм, ситуация на земле, легитимность сторон – все остальное не разговор. Мяч на стороне тех, кто готов принять эти правила игры. Пока таких на украинской стороне не видно. Трамп провел брифинг в Белом доме, и украинская тема заняла в нем особое место, не потому что журналисты настаивали, а потому что события развиваются слишком быстро, чтобы их игнорировать. Первый вопрос, который прозвучал в зале, про письмо Зеленского Путину. Корреспондент спросил прямо: Президент Зеленский написал письмо президенту Путину. Он хочет, чтобы они встретились, чтобы обсудить окончание войны в Украине, потому что он думает, что вы слишком заняты войной в Иране. Он прав?
Украинская сторона пошла на этот шаг, потому что считает, Белый дом сейчас полностью поглощен ситуацией вокруг Тегерана. Трамп подтверждать это не стал. Зато горячо поддержал саму идею прямых переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, это было бы здорово, и им нужно довести это до конца. Ну, я не знаю. Я рад, что они, возможно, говорят о встрече. Я думаю, что мы имели к этому большое отношение. Я точно знаю, что вы делаете. Но я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Они должны это сделать. Дальше, главное, Трамп подтвердил, параметры будущего соглашения существуют, он лично их разработал. Обе стороны, по его словам, пойдут на определенные компромиссы, он эти компромиссы предложил. Детали Трамп раскрывать не стал, сославшись на то, что относится к процессу очень ответственно. Это не уклонение, это переговорная тактика. Когда знаешь условия сделки, молчание стоит дороже слов. Ну, я бы предпочел не говорить, потому что Питер спросил меня. Я думаю, что это было задумано как вопрос маленького умника, но я не уверен. Но я очень ответственно отношусь к тому, что происходит. Это обязательно произойдет. Им обоим придется пойти на компромисс. Масштаб потерь на фронте Трамп назвал главным аргументом в пользу немедленных переговоров. Ежемесячно в зоне боевых действий погибают десятки тысяч военных с обеих сторон. С этим, по его словам, необходимо покончить. И как можно скорее. Они должны остановиться. В прошлом месяце у них погибло 25 тысяч человек. Это солдаты, и я был очень уверен в том, что они должны покончить с этим. Но они это делают. Я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Я думаю, что они собираются это сделать. Отдельно журналисты попытались уколоть президента, упрекнули в нехватке опыта у его команды по национальной безопасности. Трамп ответил без раздражения, напомнил о своих прошлых достижениях и заявил, что за первый срок закрыл 8 войн. 9-я, говорит, тоже закроется. И, возможно, будет 10-я, которую тоже придется решать. Слушайте, у меня не было большого опыта в области национальной безопасности, и я думаю, что я действительно отлично справился с этой задачей. Многие люди сказали бы, что я закончил 8 войн. Я надеюсь, что это тоже сработает. Позиция Вашингтона сейчас выглядит так. Сделка готова, давление на обе стороны есть, желание закрыть тему тоже, но между готовностью к сделке и самой сделкой огромная дистанция. Особенно, когда одна из сторон считает, что время работает на нее, а другая боится выборов больше, чем продолжение боевых действий. Трамп говорит, 9-я война закроется. Вопрос только в том, когда и какой ценой для каждой из сторон. Итак, что мы имеем к этому часу? На самом деле сегодня мы наблюдаем не дипломатию. Мы наблюдаем подготовку позиций. Каждая сторона выстраивает свой нарратив для своей аудитории, под свои задачи. Переговоры, если они начнутся, будут идти совсем в другом формате и совсем в другой тишине. Пока следим. Ближайшие недели покажут, чья картинка окажется убедительнее и чья окажется ближе к реальности. Пишите в комментариях, верите в мир до конца года или нет. Интересно узнать, что думаете вы. Подписка и лайк, если выпуск был полезен. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока.